Вот такая в итоге у меня получилась малышка. Очень нежненькая, приятненькая, похожа на пироженку сладкую. Мне особенно нравятся вот эти шнурочки с помпончиками. Они так хорошо сюда вписались, прям так прелестно смотрится. Они пришиты сзади, вот так вот в виде бантика. Кстати, вот эта часть — это шапочка. Она снимается. Я подумала, раз уж я отдельно вяжу тельца и отдельно мохнатую часть, то можно сделать ее в виде шапочки. Пусть она будет съемная. Почему бы и нет? Мне кажется, это очень хорошая идея. В общем, давайте начинать наше вязание. Я выбрала для игрушки вот такие 3 цвета пряжи. Кремовый, желтенький и малиновый. Кремовый будет использоваться для тельца, это основной цвет. Желтенький на небольших участках как переходной цвет, а малиновый для шерстки. Но в нашем случае это для шапочки, ботиночек. Все уроки, необходимые для вязания этого малыша, я записала вам отдельно. Это, кстати, очень хорошо, очень удобно. Мы по итогу, когда будем вязать эту игрушечку, повторим очень многие из моих уроков, которые я вам записывала. Поэтому, когда я буду рассказывать, что мы сейчас вяжем и как, я буду в подсказочках здесь вот вверху, буду добавлять те уроки, которые необходимо посмотреть, чтобы связать определенную часть игрушечки. То есть я не буду вам прямо в этом видео разбирать эти моменты. Я просто буду говорить, вот здесь мы вяжем, как вот в этом уроке. И сверху подсказочка, и вы будете понимать, о чем идет речь. Так и видео не будет слишком долгим, нудным. Если вы чего-то не знаете, кликните на подсказочку, посмотрите урок и все будете знать. Ну а сейчас давайте начинать. Начнем с вязания ножек. Сначала я вам покажу и расскажу все особенности, а потом приложу схемки, которые вам нужны, чтобы связать такую ножку. Я решила вязать ножки с ботиночками с вот таким вздернутым носиком. Подошва ботиночки — это обычный овал с 6 прибавками в каждом ряду. Схемка овала тоже будет вам на всякий случай. На схемке также будет отмечена точечка, где мы будем, с какой петли мы будем начинать вязать малиновую часть ботиночка. При вязании нам понадобится 2 урока. Первый — переходы между цветами. Вот в подсказочке урок, какой нужно использовать, чтобы переход между цветами был максимально аккуратный. Мы будем его использовать на всех переходах, которые у нас будут. Не только на ножках, но и на ручках и вообще везде, где нам понадобится. Данный способ дает очень аккуратно красивый переход при смене цвета. Обратите внимание, сверху вообще просто идеально. Снизу на подошве ботиночка немножечко вот под определенными углами видны хвостики петелек, но это из-за того, что кончик ботиночка вздернут. В любом случае такой переход гораздо более красивый и аккуратный, чем если просто вязать за заднюю полупетлю. Поэтому мы будем его использовать. Не забывайте вязать ряд дополнительный из соединительных столбиков при переходе между цветами. Все эти ряды в схемке я указала. Там написано доп. Ряд столько-то соединительных столбиков. И вы сразу будете знать, что это для того, чтобы вот сделать переход между цветами. Кроме того, рекомендую вязать ботиночек с петлей подъема. Урок невидимого перехода на новый ряд тоже есть в подсказочке. Вот появится сверху. Кликайте. Я заливала на свой канал 2 способа перехода невидимого. Один из них более удобный и простой, и я рекомендую его здесь использовать. Его вполне достаточно. Переход между рядами чуть-чуть заметен под определенным углом, но это не критично, тем более, что этот переход находится сзади на ботиночке. Второй способ не такой удобный, но он дает максимально аккуратный результат. То есть там перехода вообще практически незаметно. Если вы очень хотите прям аккуратный ботиночек связать, тогда можете использовать тот способ. Но, как я и сказала, в данной ситуации, на данной игрушке вполне достаточно удобного, простого, гораздо более привычного способа. При набивании ножки также
Учтите такой момент. Набивайте плотно ножку вот где-то вот до сюда, то есть весь вот этот ботиночек, чтобы он хорошо держал форму. И потом еще немножко вот здесь наполнителя добавьте, вот в эту часть ножки. А вот здесь сверху оставьте ножку свободной. То есть вот видите, здесь пусто. Здесь вот наполнителя еще немножко есть, мягенькая ножка, а вот здесь она пустая. Ножки мы будем ввязывать, поэтому необходимо вот таким образом ее набивать. Кроме того, в конце вязания оставьте хвостик нити. Небольшой, сантиметров 20 будет более чем достаточно. Он нам понадобится, чтобы дополнительно прикрепить ножку изнутри. Мы ее, конечно, будем ввязывать, и она будет хорошо держаться по-любому, но гораздо лучше дополнительно еще потом изнутри взять вот этот хвостик нити и пришить, особенно кончики, вот эту и эту сторону. Прикрепить дополнительно, так ножка будет держаться гораздо лучше. Поэтому оставьте эти хвостики, они нам пригодятся. Все, вставляю вам схемку вязания. Ничего сложного в ней нет. Все необходимые особенности я вам рассказала. Все точки, откуда начинать и вытаскивать первую петельку, тоже есть. Я также сделаю еще несколько дополнительных фото и тоже приложу, чтобы вам было максимально удобно и понятно. Все, вяжем 2 ножки. Теперь вяжем ручки. Аналогично как с ножками я приложу схемку. Ручки вязать еще проще, чем ножки. Вот эту часть мы вяжем без петли подъема, и вот эту часть тоже. С петлей подъема я вязала только вот эти ряды, желтый и малиновый, только вот эти вставочки. Все остальное вяжем без петли подъема. Опять же, не забываем, сверху ссылочка на урок, как вязать вот такие переходы между цветами. Не забудьте про это. Аналогично как у ножек оставляем хвостик нити, чтобы дополнительно ручки изнутри прикрепить. Когда набиваете ручку, набивайте вот до сюда. Вот эту часть плотненько, здесь чуть-чуть, а здесь оставляйте пустым. Вяжем 2 такие ручки. Схемку я вам прикладываю. Начинаем вязать тельце. Для начала нам нужно связать круг до 42 столбиков без накида. То есть вяжем 7 рядов по 6 прибавок в каждом ряду. Получается 42 столбика без накида. Потом провяжите 2 ряда по 42 столбика без накида в каждом. В следующем ряду мы будем присоединять ножки. Обратите внимание, у нас по краю ножки 6 столбиков без накида, то есть 6 петель. 6 плюс 6 – 12. 42 минус 12 – 30. Поделить на 2 – 15. То есть у нас между краев ножек должно быть по 15 столбиков без накида. Я хочу, чтобы мой маркер, то есть начало моего вязания, шел по спинке. Поэтому я провяжу вот здесь 8 столбиков без накида, потом 6 столбиков присоединяю одну ножку, потом спереди 15, 6 столбиков присоединяю вторую ножку и 7 столбиков до конца ряда. Давайте начнем. Для начала провяжем 8 столбиков без накида. Вот мы провязали. Теперь нам нужно присоединить нашу ножку. Обратите внимание, спинка у нас вот здесь, значит пяточка должна смотреть сюда. Не запутайтесь. Итак, мы прикладываем нашу ножку и провязываем столбик без накида сквозь оба полотна. Я советую захватывать обе петли с ножки и только одну переднюю полупетлю с тельца. Так наши ножки будут более свободно болтаться. Так, провязываем 6 столбиков без накида. Присоединяем нашу ножку. И последний. Все готово. Вот мы присоединили уже одну ножку. Смотрите, вот этот хвостик, который мы оставляли, когда вязали ножку, вы его пока что спрячьте вот туда сзади, чтобы он вам не мешал здесь.
И будем вязать дальше. Нам нужно провязать здесь 15, присоединить вторую ножку и довязать до конца ряда. Когда мы все довяжем, вот эти вот оставленные хвостики ниточек мы используем, чтобы с помощью иголочки вот здесь вот дополнительно прикрепить. Чаще всего я прикрепляю именно вот эти вот кончики, вот этот кончик и вот этот кончик, чтобы петельки эти не растягивались. Сейчас я все сделаю, довяжу и покажу вам. Вот я довязала ряд до конца, прикрепила наши ножки. Вот так это выглядит. Хвостики нити я использовала, чтобы дополнительно пришить. Вот здесь. Теперь они нам больше уже не понадобятся. Можете их обрезать, если они вам мешают. Если нет, просто спрячьте внутри тельца потом. Вот. Теперь нам нужно провязать еще 2 ряда по 42 столбика без накида в каждом. А потом мы начнем тельце потихоньку сужать. Вот такой у нас сейчас вырисовывается результат. Теперь мы тельце будем сужать. Сужаем мы следующим образом. В одном ряду вяжем 6 убавок, потом провязываем ряд без убавок. И опять 6 убавок, потом опять без убавок. 6 убавок, потом опять без убавок. То есть через один ряд мы будем убавлять. Убавляем мы до 18 столбиков без накида. У нас сейчас 42. В первую убавку мы получим 36, потом 30, 24 и 18. И тогда остановимся. Благодаря тому, как я начинала вязать ряд объединения, у меня сейчас очень удобно получается распределить убавки. Вот я довязала наш последний ряд до конца. Здесь я провяжу убавку, потом 5 столбиков без накида, убавка, 5 столбиков без накида и буду чередовать. И у меня как раз убавки попадут вот здесь в центр спинки, а спереди попадут в центр переда. И на всех остальных рядах они попадут в те же места. Сейчас я свяжу и покажу вам. Вот я довязала наши ряды. Вот наше сужение. Как вы помните, я через один ряд делала по 6 убавок. То есть в одном ряду идет 6 убавок, потом сплошной ряд, опять 6 убавок, опять сплошной ряд. И так уменьшили до 18 столбиков без накида. Теперь в следующем ряду нам нужно ввязать ручки. Ручки будем ввязывать аналогично, как и ножки. У нас здесь 18 столбиков. По краю ручек у нас 5 столбиков без накида. 5 и 5 – 10. Остается 8 свободных столбиков, то есть 4 сзади, 4 спереди. Так как мы вяжем и маркер у нас движется по центру спинки, значит мы провяжем здесь 3 столбика, потом вяжем ручку, 4 столбика, опять вяжем ручку и последний один столбик довяжем, оставшийся в этом ряду. Сейчас я сделаю и покажу вам. Вот у нас уже присоединены ручки. Краешки я, как и в ножках, прикрепила с помощью той ниточки, которую мы оставляли. Это не очень удобно, потому что отверстие уже узкое, но вы все-таки постарайтесь. И вот такое у нас вырисовывается тельце. Теперь я хочу связать шею. Перед этим я еще на 3 хочу сузить. То есть я хочу провязать ряд с 3 убавками, чтобы у меня было 15. Для этого я провяжу вот здесь убавка, 4 столбика, убавка, 4 столбика, убавка, 4 столбика. И у нас получится 15 столбиков в ряд. И потом я провяжу еще один ряд полностью из 15 столбиков без накида. Это будет наша шейка. И можно будет переходить к вязанию головы. Вот мы довязали нашу шейку. Теперь мы будем вязать голову. Для этого в первом ряду в каждую петлю провязываем прибавку. У нас получится 30 столбиков без накида. А потом в последующих рядах мы будем вязать по 6 прибавок в каждом ряду. То есть расширять как обычную окружность. И делать мы это будем до 54 столбиков без накида. Давайте я вам провяжу и покажу. Вот мы расширили до 54 столбиков без накида ширина нашей головы. Сейчас очень удобно набить тельце до самого конца плотненько, так что сделайте это. И будем дальше вязать голову.
Сейчас вяжем 10 рядов по 54 столбика в каждом ряду. Все, мы провязали наши ряды. Теперь будем закрывать голову. Вяжем по 6 убавок в каждом ряду до самой макушки. Все, наша голова готова. Вот такой получился шарик. Хорошенько его набейте и стяните отверстие. Все, само тельце готово. Теперь можно приступать к вязанию шапочки. Урок вязания вытянутых петель, чтобы получить вот такое букле, есть опять же в подсказочке. Кликайте. Там как раз урок для вязания таких петель по кругу, чтобы получить вот такой эффект. Для нашего случая мы вяжем сначала круг, расширяем до 54 столбиков без накида, а потом вяжем 8 рядов по 54 столбика в каждом. Обратите внимание, если одеть ту шапочку на нашу голову, то видно, что шапочка немножко свободновата. Но это не страшно. Я хочу вот здесь по краю провязать ряд соединительных столбиков с желтенькой пряжей. Вот такой. И провязать один ряд столбиками без накида тоже желтой пряжей. То есть сделать вот здесь на шапочке что-то похожее, как вот здесь. Вот такой один переход. Сейчас я провяжу и покажу вам, как шапочка будет сидеть. Вот как у нас получилось в итоге. Шапочка сидит очень плотненько по краю, очень хорошо. Даже надевать ее приходится с трудом. То есть мы провязали сначала ряд соединительных столбиков за заднюю полупетлю, а потом ряд столбиков без накида. И получилась вот такая плотненькая шапчонка. Очень забавная. Вот, шапочка у нас готова. Я хочу еще на эту шапочку добавить веревочки с помпончиками. По-моему, это будет очень забавно смотреться. Сейчас я вам покажу, как связать шнурочек из 2 петель. Для начала нам нужно отмотать хвостик нити, достаточно длинный. Все зависит от того, насколько длинный шнурок вы хотите связать. Для более коротких шнурочков хвостик будет более короткий, для более длинных — более длинный. Со временем, когда вы свяжете несколько таких шнурочков, вы поймете, какая приблизительно длина вам нужна. Если же вы хотите связать очень длинный шнурок, или вы толком не можете определить, какой длины шнурок вам понадобится, то есть вы еще сомневаетесь, какой там подойдет он по длине, то тогда лучше вообще возьмите 2 мотка ниточки, чтобы было 2 разных хвостика. Свяжите их вместе и вяжите с 2 отдельных мотков. Тогда точно не нужно будет думать, какую там длину хвостика отмотать, оставить, чтобы ее хватило. Вам точно хватит. Но на примере я покажу на коротком шнурочке. Вот я, например, отмотала хвостик. Делаю здесь петельку такую же, как при начале вязания. Обыкновенный. Вот, получился у нас такой узелочек посередине ниточки. Теперь смотрите, у нас одна ниточка будет делать одну петлю, вторая ниточка будет делать вторую петлю и протягиваться между 2 петель. То есть все на самом деле достаточно просто. Вот мы делаем петельку. Вот, видите? Вот я сделала петельку. Теперь протягиваю вторую ниточку через обе петельки. Опять вот этой, которая спереди ниточка, делаю петлю на крючок, просто набрасываю ее на крючок, а вторую ниточку протягиваю через обе петли. Опять накидываю, протягиваю, накидываю, протягиваю. Когда вы натренируетесь, на самом деле такой шнурочек будет у вас вязаться очень-очень быстро. Вот он получается у нас такой. Надеюсь, вам было понятно и хорошо видно. Еще раз покажу. Вот это наша задняя ниточка, которую мы протягиваем через обе петли. А вот наша передняя, которую мы накидываем на крючок. Подобный шнурочек, очень длинный, я связала для своих помпончиков. Он очень-очень вот такой длинный. Я хочу завязать его посерединке на бантик и пришить сзади к шапочке. Помпончики
Это у меня связанные шарики небольшие. Из вытянутых петель я вязала. Набрала 6 обыкновенных столбиков без накидов кольцо амигуруми, а в следующем ряду и все последующие ряды уже вязала все столбики с вытянутыми петлями. То есть первый ряд провязала желтенький, 6 прибавок. То есть у меня получилось 12 столбиков без накида с вытянутыми петлями. А потом сменила ниточку на малиновую и провязала 3 ряда по 12 столбиков в каждом. И вот здесь просто стянула окружность. Я даже их практически не набивала, самую малость, совсем чуть-чуть. Вот, чтобы получились вот такие помпончики. Все, теперь завязываю на бантик наш шнурочек, пришиваю к шапочке. Сейчас вам покажу. И вот что у меня получилось. Вот такой бантик и помпошки. Сейчас одену на игрушечку нашу. Вот так у меня в итоге получилось. Вот такой сзади бантик. Этот бантик еще забавно смотрится спереди, как будто сзади ушки. Забавненько получается. Я уже вышила личико, показываю вам его поближе. Я также приложу вам схемку для удобства. Снимать на камеру вышивание я не стала, это крайне неудобно. Мои руки там все заслоняют, ничего не видно. Но я со временем постараюсь сделать какой-нибудь урок для вас, как вышивать глазки игрушкам вязаным. Здесь я использовала в основном ниточку мулине. Желтый носик вышит той же пряжей, которой мы вязали вставочки, а все остальное ниточка мулине. Черная, голубенькая, белая и розовенькая для щечек. Решила ей сделать вот такую улыбочку. Малышка выглядит очень-очень мило. Мне нравится. Я довольна результатом. Надеюсь, вам урок тоже будет полезен, и вы сможете создать нечто похожее.